Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как сделать вот такой сказочный, волшебный домик-фонарик своими руками. Для работы я буду использовать пластиковую бутылку, фольгу и соленое тесто. Вначале разрезаю бутылку на 3 части. Из верхней части я буду делать крышу, а из средней – основу домика. Из картона вырезаю круг по диаметру бутылки и приклеиваю его к верхней части бутылки. Оборачиваю получившуюся деталь фольгой. Для прочности фиксирую ее клеем. Если честно, то я первый раз делаю такой домик, используя только бутылку и соленое тесто. И совсем не уверена в результате. С помощью фольги и газетной бумаги придаю объем крыши домика. Решила сделать крышу с небольшим изгибом. Если соберетесь делать такой домик, то обязательно обратите внимание на пропорции. Ведь с очень маленькой крышей или наоборот с очень большой будет смотреться некрасиво. Мне пришлось потратить много фольги, чтобы достичь желаемых пропорций. После добавления всех слоев вот что получилось. Снизу на крышу приклеиваю пенопластовый кружок и обклеиваю его фольгой. Это я сделала для того, чтобы крыша лучше держалась на нижней части домика. Так как домик у меня лесной и волшебный, то думаю, на крыше уместно будут смотреться 2 поганочки. В моем случае это мухоморчики. Делаю их из проволоки, пластиковых маленьких крышечек и фольги. Придаю мухоморчикам заостренную форму. На термоклей приклеиваю мухоморчики к крыше домика. Отложу пока крышу и с помощью жгута из фольги усилю нижний край второго обрезка бутылки. Это будет основание домика. Беру соленое тесто и облепляю им крышу. Неровности выравниваю пальцами, смоченными водой. Делаю жгутик из фольги. С его помощью выделяю контур будущей двери. Теперь начинаю отделывать всю дверь соленым тестом. Беру стеку и начинаю прорисовывать ею детали. Оставшуюся часть домика облепляю тестом.
Теперь буду вырезать окошки. Пластик от бутылки на заднем фоне придает ощущение, что окошки застеклены. И в будущем, если вы в домик поставите светодиодную свечку или гирлянду, будет казаться, что в окошках горит свет. Оконную раму и декоративные элементы на домике делаю из жгутика теста. Таким же образом делаю еще 2 окошка. Откопала в холодильнике неиспользованную массу папье-маше и решила ею облепить ножки мухоморчика. Можно было это сделать и из соленого теста. Хорошенько просушила домик и теперь соединяю крышу с нижней частью домика с помощью термоклея. Замазываю место соединения тестом. Мне показалось, что большая крыша без каких-либо деталей скучна, поэтому я решила усложнить себе работу, сделав из теста черепицу и покрыть ею крышу. Приклеивать стараюсь в шахматном порядке, но у меня не всегда это получается. Вот такая черепичка у меня получилась. Шляпки мухоморчиков облепляю тестом. Делаю характерные для мухомора пупырышки. Стекой придаю небольшой рельеф черепицы. Для большей устойчивости сделала из втулки от скотча круглую подставку домику. Декорирую ее каменной кладкой из теста. Теперь приступаю к самому интересному для меня – росписи нашего волшебного домика-фонарика. Покрываю крышу коричневым цветом с плавными переходами от темного к более светлому. Мне хотелось домик сделать в натуральных сдержанных тонах, поэтому яркие краски я не использовала. Ножки у мухоморчиков мне почему-то захотелось раскрасить зеленым цветом. Пусть это и не соответствует действительности. Беру сухую кисть, слегка обмакиваю в зеленую краску и покрываю таким образом черепицу. Получается некоторая замшелость. А мухоморы у меня будут розовые, а не красные, потому что мне так захотелось. Стены домика покрываю охрой.
затемняя около рам, двери и под крышей. Сами рамы решила покрасить в такой же цвет, как и крыша. Камни покрывают черным цветом. Сверху с помощью сухой кисти и белого цвета придаю камням объем. Прокрашиваю детали домика. Ну и последний штрих – это дверь домика. Покрываю дверь коричневой акриловой краской. Придаю фактуру окнам и двери. Кстати, еще и украшение домика крашу в светло-бежевый цвет. Вот такая красота у меня получилась. А вам понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И давайте пофантазируем, кто же в таком домике может жить. Пишите в комментариях. Я думаю, что такой волшебный домик-фонарик украсит любой интерьер в вашем доме. А еще его можно использовать как ночничок в детскую комнату, если внутрь поставить светодиодную свечу или гирлянду. Пока-пока и до новых встреч!